Здравствуйте, мои дорогие любимые подписчики и гости канала, те, кто, быть может, совершенно случайно заглянул на канал Таро Немо. Цыганский расклад. Что на сердце, что в дороге, что на пороге. Популярные цыганские расклады, и существует много интерпретаций. Давайте рассмотрим одну из них. Самые простые вопросы, которые чаще всего нас как раз и волнуют. И мы оттолкнемся от того, что будем в самом начале искать карту императрица. Конечно, больше всего у меня девочек, моих дорогих, любимых девушек, женщин на канале, но и мужчин порядка 30%. Поэтому, мои дорогие мужчины, императрица карта – это, если мы архетип рассматриваем карты, это как символ нового «я». Новое «я» имеется в виду, мы смотрим с вами на будущее, всегда на будущее, увязываем с тем, что происходит в вашей жизни прямо сейчас, что было, что предшествовало, это мы тоже рассмотрим, и какие тенденции, куда, в какую сторону движется дело. И рассмотрим, как и что на сердце, может быть, это то, о чем вы не говорите никому, что в вашем доме, где-то и то, что касается вашего дома или семьи, или личной жизни, что в дороге. Тут и буквально нам могут говорить о том, что это то, что спешит вашу жизнь, или буквально какие-то дороги перемещения. И что уже на пороге, что спешит вашу жизнь. Спросим мы, чего опасаться, за какое дело не браться, кого ждать, что встречать и что будет. Итак, смотрим императрица. Именно пусть нам эта карта раскроет, что происходит сейчас в вашей жизни, ну и что этому предшествовало. Почему, может быть, сложилась та или иная ситуация, а вы вот прислушайтесь к интуиции, знаете, в этом раскладе, ведь это общий расклад, поэтому я всегда говорю, будем реалистами. Не задавайте никаких вопросов, а просто попробуйте вот то, что карты показывают, соотнести с тем, что происходит в вашей жизни именно прямо сейчас. И мы с вами смотрим. По 3 карты ищем императрицу. Интересно. Пока нам не показалось. Много карт достали, смотрите. Ну, немало в любом случае. Тем не менее, императрица пока не выпала. И я могу судить о том, что в вашей жизни, ну, не назовешь, что вам скучно, грустно, скорее всего. Жизнь ваша активная, мои дорогие. Много пережитого, много опыта. Может быть и сложного. Вы как это оставили уже за плечами. Безусловно, смотрят те люди или карты, пусть вам даже немного лет, как вы себя оцениваете, но много пережитого. Это точно. Вы как несколько раз с колен словно подымались. Да, это точно. Смотрите, как интересно. И если вот эта вся куча карт, ну, больше, чем полколоды. Так вот это то, что у вас уже в прошлом. И давайте мы вот оттолкнемся от сегодняшнего дня. Эти карты, мы от них будем отталкиваться и в дальнейшем прогнозе. Императрица. 3 старших аркана. Вы сейчас во власти внешних событий, обстоятельств. Может быть, вы ждете каких-то документов. Или когда вами приложено было много усилий, но пока результат явно не получен. Может быть, вы надеетесь даже на судьбу, все же колесо фортуны. С одной стороны, и вы-то так насторожены не упустить какой-то момент. Но вы уже пришли к тому знаменателю, когда, может быть, для кого-то из вас лучше я буду один или одна, чем вместе с кем попало. Кстати, карта отшельник. Или когда вы понимаете, что по некоторым вопросам вам просто нужно хранить молчание, не предвосхищать.
И даже где-то вы настороженно относитесь сейчас, это точно настроение по отшельнику, когда есть ваша задумка. Скорее всего, эта задумка, может быть, вас и жизнь научила никому ничего не говорить. Может быть, даже где-то близким. Может быть, вы уже и столкнулись, я такое могу предположить, с предательством тех людей, которым вы очень доверяли. И чаще так у нас и бывает. От кого мы не ждем, ну и бывает, что мы получаем именно от таких людей, ну, словно нож в спину. Я не случайно так говорю, потому что предшествует триплет вот такой. Вот пришлось, видимо, оставить за спиной или в прошлом ту ситуацию разрушительную, как по тройке мечей. Но это вам чего-то стоило, это было непросто. Прежде чем вы, ну, как-то себя собрали, может быть, да, или организовали, или собрали буквально в кучку, да, так-то ведь тоже бывает. Из-за сильных переживаний мы никак не можем, ну, преодолеть вот это прошлое, ведь это тоже очень сложно. Но тем не менее, я так вижу, видимо, это произошло уже, да. Даже если было какое-то, ну, как разрушение, или было предательство, был какой-то обман, или какая-то ситуация, которая, ну, вас буквально с одной стороны, словно обесточило, не было сил, вот буквально так. И какое-то время вы даже закрывались, не хотели общаться, может быть, ограничили настолько ваше общение, ну, самые вот такие персоны, которые, ну, или общение не отменим, или, может быть, очень узкий круг людей, кому вы доверяете. Но какое-то время вами руководило, вот как тройка мечей, какое-то разочарование. Но, тем не менее, любая тройка, я говорю часто, это карта будущего. Что это, почему это произошло или случилось? Явно здесь были какие-то далекие планы. И у кого-то из вас это личная жизнь, безусловно. Карта любви, карта иногда детей, кстати. И карта звезда– это когда мы строим либо планы лет на 10-20, когда это может быть отношения любовные, когда все было хорошо. Или, может быть, мои дорогие, вам так казалось. Вы уже в любом случае тут видели какую-то перспективу, и эти отношения вас вдохновляли, питали какое-то время. И потом вдруг резко тройка мечей. Либо человек ушел, ну, вот в никуда, либо человек ушел по разным причинам, и он принял такое решение. Это не ваше решение. Мы не руководим жизнью других людей. Мы сейчас не рассматриваем, почему он так поступил. Мы смотрим на вас. Это где-то с позиции того, что вы уже прошли, вот пройденный этап или ваш какой-то жизненный опыт. И стоило сил по тройке мечей, если сейчас это здоровое равнодушие, а прежде это вот темная, словно мрачная комната. И прежде чем мы с этого топчина, вот посмотрите, да, встанем и уйдем. Очень красочно художник в этой колоде обрисовал. Вас в прошлом уже нет. И вы уже даже не в какой-то нулевой отметке, или в начале начал, а вы как будто идете уже вперед. Вы постепенно набираете темп. И, может быть, вы где-то, ну, на данный период времени, когда вы смотрите это видео, еще далеко не все ваши планы, проекты, они осуществились. Но где-то интуитивно вы чувствуете, что мне как буквально высшие силы помогают, потому что шестерка пентаклей об этом. Кто-то был вынужден выкарабкиваться буквально со дна и решать финансовую, очень сложную ситуацию, когда вам, может быть, пришлось очень много работать. Тем не менее, шестерка пентаклей говорит о том, что как-то по части финансов, и если это не сейчас происходит, или хотя бы, мои дорогие, но есть такой тонкий намек, что все-таки все постепенно идет, выруливает как будто на обгон. И в том числе исправляется финансовая ситуация. Тут действительно самые простые злободневные вопросы на качество жизни, на деньги. Деньги– один из способов взаимодействия с миром и наши возможности. И вам пришлось эту денежную проблему решать. И теперь вы видите, что, ага, вот теперь где-то эта императрица, вот это предшествовал триплет, а это то, что у вас сейчас. Вы понимаете, кстати, императрица наша, мне интересно, как изображение в этой колоде прорисовал художник. Очень уставшее лицо. Ведь это, по сути, символ нового «я», но это какой-то долгий период, может быть, пришлось пройти, надеясь на себя саму или на себя самого.
Когда вообще, вот обратите внимание, императрица, она ведь всегда или чаще всего беременная. Имеется в виду, это какой-то проект, она плодовита, потому что вот именно это изображением как бы беременности передает карта. Плодовитость и буквально, может быть, кто-то ждет ребенка, а кто-то имеется в виду плодовито на проекты. Поэтому императрица – это та карта, которая может обустроить свое благополучие, ну, практически с нуля. Даже если очень сложно, это, да, высшие силы помогают, потому что, может быть, даже, знаете, как бы мы там ни говорили, да, у каждого своя судьба, но у кого-то, например, за одну жизнь прожить несколько жизней или несколько судеб. Такое бывает, что мы какое-то десятилетие, к примеру, ну или пусть это срок меньший, у нас одни задачи стоят, потом переломный момент и как включаются, ну вот так вот невидимые силы или какой-то момент перехода между прошлым и будущим, и мы уже как будто в другой плоскости или за какой-то другой иной гранью. Я надеюсь, вы понимаете, о чем я говорю. Так вот, императрице пришлось пережить что-то очень сложное, тяжелое, прежде чем она сама сумела, вот как макет, магия работает, да, ну так иносказательно, можно сказать, аффирмация, а иногда это просто, знаете, внутреннее состояние души, когда ты устал от переживаний. И вот такой, ну, как вымышленный макет сердца, 3 ножа, буквально 3 меча, пронзают вот это искусственное сердце, и человек оставляет вот это прошлое. Это выздоровление, по сути дела, карта. И если мы говорим будущее, это момент выздоровления. Нулевой аркан – это иногда, пусть не в этой колоде, но иногда называется хаос перед началом творения. Очень символично. Пришлось себя собирать как будто из осколков и составлять из крупиц, прежде чем вы могли вот эту целостность обрести. И вот теперь вы как раз на подъеме собственных возможностей и нового качества жизни. Ведь обычно колесо фортуны и колесо, да, это цикличность, безусловно. Мы знаем с вами, колесо идет наверх, достигает пика, потом будет спад. Когда карта выпадает, это вы, скорее всего. Может быть, поэтому и смотрите расклад, где-то вы чувствуете свою большую ресурсность. Но и вы боитесь, вы теперь реально, это не тот страх, который сковывает сердце, но вы боитесь кому-то довериться. Аркан отшельник. Я не хочу, чтобы мне никто не помешал. То есть какая-то помеха от людей, от событий, она может быть, вы это предчувствуете. Или 3 старших аркана будут говорить, что да, какой-то путь вы уже готовы пройти буквально в одиночку. Посмотрите, все же нет здесь других персон на этих картах. Вам именно надеяться-то вот сейчас, данный период жизни, нужно на себя. И, может быть, шестерка пентаклей иногда говорит о том, что здесь мы сейчас будем смотреть, раскрывать, но забегая немного вперед. Здесь будет все-таки у вас с кем-то взаимодействие, или вам придется, ну, как общение с людьми, как и с близкими, так и социумом вашим, отстраивать с другой позиции. Хотя это вполне вероятно. Будут как раз те люди, которых вы знаете. Потому что здесь тоже ведь, как будто, понимаете, высшие силы по аркану звезда нам уже говорят, это какая-то история, может быть и грустная история, но она быстро не закончится. Она может идти через какие-то паузы. Или человека нам в судьбу, в нашу, могут возвращать высшие силы. И совсем не обязательно, что именно для вас, может быть, это вы учителем для этого человека. Хотя и для вас это иногда может быть как жизненный экзамен. Но цикличность, она, безусловно, присутствует. Поэтому давайте мы с вами оттолкнемся от этого триплета. Насколько это совпадает с вами. И есть у меня желание оставить даже вот как предыстория, да, давайте оставим вот эти карты, и это словно будет меняться. Если мы, как в истории продвижения или продолжения, мы рассмотрим эти карты, то вот на место этим разочарованием приходит уже сознание собственной целостности. Вам какой-то совсем недавний урок жизни, тем не менее, был полезен. Но, видимо, какой-то период жизни все-таки, который будет продолжаться, тем не менее, или вы столкнетесь, или вы никому не верите, тут разные причины. Тут вроде как и высшие-то силы помогают, да,
Но и себе-то не навредите, поэтому надеяться действительно придется самим на себя, то это точно. Давайте перемешаем заново нашу колоду. То есть вот вы сейчас находитесь буквально между прошлым и будущим. И если мы говорим, а что же в будущем, давайте будем узнавать. Карта императрицы в себя включает как и финансовую, может быть, историю, или откуда к вам приходят деньги, стало быть, это где-то работа, ваша занятость. Ну и, безусловно, карта императрицы – это и личная жизнь, это и непосредственно вопросы вашего места проживания, или это вопросы, которые связаны с детьми. Поэтому оставляем эти карты. Еще чуть-чуть отодвину. Так что на сердце? Выпадает карта. Торопится. Усталость, мои дорогие. Какая-то, может быть, нечеловеческая усталость. Какая-то многозадачность. По десятке жезлов. Вы знаете, вам сейчас просто вот на сердце, может быть, вы сами чувствуете. Устали от работы, устали от напряжения. Устали от того, что люди манипулируют. Не случайно же ведь выпадает аркан отшельник. Так что у вас сейчас на сердце? Может быть, и усталость, а на сердце, тем не менее, что вас сейчас будет радовать, мои дорогие? То действительно в прогрессе идет решение каких-то финансовых вопросов. Девятка кубков – это где-то и тоже карта, иногда я говорю, карта эгоиста. В каком плане? Мы после десятки, особенно жезлов, мы точно должны быть какими-то эгоистами в той или иной мере. И я в хорошем смысле. Мы не можем себя поставить на второе место, с учетом тем более императрицы и колеса фортуны. Да и отшельник, ведь это что-то высшее, имеется в виду высшая цель, намерение. Отшельник идет всегда своим путем. Вот, видимо, какая-то ваша основная программа или миссия, она еще вами, тем не менее, не выполнена. И я знаю, меня смотрят разного возраста люди. Так вот, представьте, мои дорогие, вам еще что-то основное предстоит совершить. Вы можете сетовать или можете говорить, что даже если мы говорим про возраст, да, ну когда же это я успею, у меня это не получится, ну даже вот по годам, по каким-то периодам. Нет, тем не менее. Самое, наверное, лучшее время, оно еще, тем не менее, впереди, это точно. Но совершенно необходимо. Это как начало, что на сердце. Явно есть усталость, и уставшие люди делают ошибки. Если есть риск, или вы как будто сейчас выбираете, или включиться в какую-то многозадачность, которая будет больше интересна и полезна кому-то, или вот именно прямо сейчас подумать о себе. Это тоже своего рода выбор. И вот вам, пожалуйста, умеренность. Может быть, тут вы пытаетесь этот баланс как раз найти. Об этом нам говорит карта. И где-то вверху у нас колесо фортуны, иногда карта умеренности говорит о том, что не случайные случайности. Поэтому у кого-то что происходит, вот может быть прямо сейчас, или это то, о чем вы думаете, у вас на сердце. Вдруг вернулся какой-то человек, вернулся какой-то вопрос. Вы уже где-то подвели это к итогу, и вдруг как будто фортуна вам возвращает новый вариант решения проблемы или новый вариант, ну, как отношений. Но определенно точно ваше намерение выходить из лабиринта. Может быть, это была какая-то новость. Вполне вероятно, вы сейчас в таком состоянии вверху отшельник. Вы где-то готовы даже отказаться от чего-то. То, что вас как раз ранило когда-то давно, теперь у вас не вызывает эмоций. Вот это здоровое равнодушие, ну вот где-то иррационализм или холодный ум. Вы, может быть, теперь даже смотрите с сегодняшнего дня, с позиции сегодняшнего дня, оглядываясь назад и думаете, ну если бы я прежде не относилась либо к человеку, либо к какой-то ситуации, обстоятельствам, вот так вот болезненно, остро, чувствительно, а именно смогла бы тогда себя переключить на вот этот рационализм или где-то оставить эмоции, я бы сделала что-то по-другому. Вот это точно. Есть такое сожаление, потому что оно как будто пришло уже к вам, но оно пришло немножко с запозданием, мои дорогие. И вы поэтому и оказались отчасти в какой-то ситуации. Вы вот как если теперь силы вам высшие помогают, а потому что именно этот опыт для вас как начало. Или вот то, что я говорила, начало нового жизненного этапа. Поэтому посмотрите, не случайно десятка, опять же, жезлов.
когда много работы, может быть, действительно физической даже работы, когда, ну, на какой-то период времени вообще вы о себе забыли. Да, все-таки вы видите, зачем вам было это все нужно. Или какой-то опыт печальный, или когда буквально приходилось долго выдерживать физическое напряжение, эмоциональное напряжение. Но вы видите, словно лед тронулся. Но вот теперь, после того, когда вы уже, как знаете, в будущее сделали очень маленький шажок, еще вот только это начало на самом деле, то вам придется еще что-то сохранять. Вам теперь нужно быть очень осмотрительной или осмотрительным. Вот на сердце могут быть такие, ну, как бы себе не навредить мысли, и, скорее всего, вы можете думать: я уже скорее откажусь, нежели еще раз попаду в какую-то ловушку. Потому что тут явно по десятке жезлов это чужие интересы, это чужие какие-то предпочтения, это совершенно точно сохранение себя самой, ну или себя самого. Может быть, опять же, финансовый вопрос. У кого-то обрести подушку безопасности финансовую, потому что прежняя как будто либо была как бы изменена или разрушена, может быть, даже у кого-то так. Или прежние планы не пошли по тем или иным причинам, и теперь тут надо и подняться с колен, и потом окрепнуть. Вот вы теперь, как и выходите из лабиринта, но это ведь осмотрительные какие-то шаги. Вполне вероятно, это у кого-то недавно вами получено известие. И вы теперь тоже пытаетесь это известие переформатировать в свою жизнь. Неважно, чего оно касалось. Или, я как говорила, человек объявился, или появилась какая-то возможность, информация. Может быть, знаете, это как какой-то клубок противоречий, который имеет начало в далеком прошлом. Здесь потихонечку начал распутываться, и вы видите, ага, тут, наверное, может быть, и казалось на какой-то период времени, что зачем это мне, вот я туда уже вроде как в прошлое дверь закрыла, ну или закрыл, и зачем мне сейчас это возвращается? А потому что, может быть, забрать что-то свое вам еще нужно. Или каким-то, ну это так условно я говорю, есть какая-то тема, которая еще какое-то время это точно будет продолжаться. Здесь еще, я говорила, не все точки над «и» расставлены, мои дорогие. Здесь выводы, перед тем, как вы окончательно с чем-то определитесь, вам еще предстоит сделать какие-то выводы. Давайте, что же сейчас на сердце? Сила. Вот все то, что я долгое время говорила, все идет по нарастающей к вашей, конечно, силе. И сила – это, знаете, сила желаний, сила намерений, но это отталкивается не от того, что, знаете, это внутреннее какое-то или внешнее физическое состояние. Да, эта карта говорит, у тебя хватит сил пройти, да, любые какие-то препятствия. Но как будто по этой карте самих препятствий уже и нет. Меняется ваше отношение, вот, наверное, к чему-то. И вы знаете, что у вас сейчас на сердце? Я вам скажу, началось десятки, да? Той карты, которая обрисовывает, что мы долгое время, ну, правда, как в ловушке были. Собственных предубеждений, чужих уговоров, чужих интересов. А теперь нет. По аркану сила мы скорее или увильнем от какого-то дела. Буквально увильнем. Пусть, может быть, и слово не самое такое красивое, но, тем не менее, в жизни-то ведь оно так и бывает. Когда мы видим, что явно в каком-то вопросе или в какой-то теме, ну, не хочу я участвовать, а меня туда как будто втягивают, да, вот такое тоже бывает. По аркану силы нет. Тут мы как-то красиво можем выйти сухим из воды. Почему? А потому что мы большими дипломатами становимся. Мы уже имеем какой-то опыт и понимаем, четко понимаем, что есть обстоятельства, и мы на них не влияем, а есть и люди, и мы их тоже ни воспитывать не будем, ни менять не станем. А вот самое главное, свою какую-то тему нужно продолжать. И поэтому вместо того, чтобы тащить вот эту вязанку, я лучше, ну, как-то мудро подойду, а может быть и хитро. Кто знает, я часто говорю, где заканчивается мудрость и начинается хитрость, точно не знает никто. И, может быть, вот эти такие, ну, какие-то сложные пируэты вам, жизнь вас вынуждает так делать. И я бы даже сказала, пережитые события предшествующего периода именно к этому вас и вели, чтобы вы научились любить и сохранять себя. Сохранить себя – это искусство. И пусть вы даже сейчас в какой-то еще сложной ситуации, и вам еще многое нужно преодолеть.
Поверьте, здесь можно даже что-то невозможное совершить. Или невозможное, я имею в виду, когда вы сейчас, да, пытаетесь проанализировать вопрос или решить какую-то тему, а нужна, допустим, сумма денег. Ну, значит, как боги помогают или высшие силы, но вам придется принимать какое-то решение, которое будет тоже означать как выход из лабиринта. И при этом и себя сохранять, но и где-то ведь энергетика карты сила, как у мага. И мы все прекрасно с вами знаем, маг– это не про магию, это конкретно, это практик, ну где-то и великий манипулятор, а жизнь другого не оставляет. Вот что у вас на сердце? Что в доме, мои дорогие? Ну, в доме какое-то ожидание. Ладно, идем дальше. Может быть, конкретно какие-то бумаги. Очень часто я по этой карте говорю, есть регламент. Мы хотели бы получить, к примеру, документ, бумагу важную, а нам нужно подождать. Или вы куда-то отправили запрос, что-то написали, может быть, заявление, ну или работа какая-то проделана. А вы понимаете, тут быстро этого не дождешься. Или какой-то момент, может быть, предыдущий период, вы тоже что-то уже совершили, но вот еще должен пройти, опять же, какой-то период времени, прежде чем вы можете итог этот получить. Может быть, кто-то из вас намеревается переехать, и прежде чем вы уже окончательно намерение в действие переведете, вам нужно дождаться важного документа. Есть какой-то момент, когда мы вынуждены ждать. Хотя тут может быть и долгое ожидание у кого-то в доме. Может быть, или какие-то затянувшиеся отношения. Вот смотрите, тут будет у каждого по-своему. У кого-то будет касаться непосредственно вопросы дома, жилье и какие-то согласования с высокими инстанциями, потому что император– это всегда структура, власть, руководители, буква закона. Прежде вы не могли что-то оформить буквально, да, может быть, по дому, а теперь вроде бы как меняется словно структура реальности. Может быть, и вышли какие-то подзаконные акты, это я имею в виду приложения к законам. Законы ведь у нас редко меняются, а вот как раз через такие акты дополнения, да, приложения. Есть какие-то такие обходные пути, которые дают нам возможность что-то осуществить. Или пусть это раньше вы об этом не знали, а узнали это случайно каким-то образом, да? Не случайная случайность. Явно тут, как Его Величество, случай тоже мог вам помочь, как прозреть. И теперь у вас есть возможность у кого-то, может быть, оформить жилье или как-то, может быть, съехаться, разъехаться. То есть непосредственно тогда аркан император будет касаться, ну вот как стены, ваше жилье. У кого-то будет другая ситуация, зависшая история конкретно с каким-то императором по личной жизни. И это когда мы долгое время, что в доме, да, это когда вы буквально ждали, может быть, возвращения человека. Ладно, что в доме еще? Вы в чем-то поставили точку, мои дорогие. 13-й аркан. Вот в доме. Может быть, это даже у кого-то, правда, касается жилья, когда какой-то проект, может быть, и был он вам возможен по закону, а что-то уперлось как в невидимую стену, либо в чиновника, либо, ну, допустим, какое-то руководящее, так в целом возьмем лицо, которое отказалось вам каким-то образом содействовать тоже. И вот это в итоге ожидание, оно закончилось, ну, буквально ничем, финалом. И теперь у вас трансформация. У вас практически, может быть, это буквально вот-вот где-то будут перемены в отношении того, что либо изменились законы, либо вот та история, в которой вы поставили точку, и она касалась личной жизни, да, вы уже поставили точку. Сейчас мы достанем еще 3 карты, мои дорогие. Ну вот тут вот похоже, что трансформируется что-то. Окончание предыдущего периода, но это не есть, знаете, такой, как с восклицательным знаком, а большая точка, когда уже, ну все, это полный финал. Все-таки по этой карте идет трансформация. Ладно, что же в доме еще? Что в доме? Сам дом. Вот все то, что я сказала, посмотрите. И, мои дорогие, я могу предположить, что здесь
Вас высшие силы ведут по той дороге, чтобы вы были счастливы. По максимуму все-таки десятка пентаклей. Буквально сама по себе семья, создание семьи. Или, может быть, контакты с тем человеком, с кем они были прерваны, и вы уже это тоже уже буквально, может, крест поставили. Ну, почему нет? Здесь, тем не менее, могут быть и переоформления по части жилья, или как-то вы переигрываете. У вас явно сейчас появляются ресурсы в тех вопросах, где вы прежде их не видели. Вот вообще не видели. Или, может быть, даже вам отказали в чем-то. Или какая-то ситуация, как будто с человеком конкретным. Вот исчез, растворился, но, видимо, пройдя вот этот сложный путь. И вы теперь, скорее всего, понимаете, что когда мне никто не мешает, вот этот аркан-отшельник, когда, может быть, я сама немножко по себе, вот я как раз свои ресурсы использую правильно. И вот что в доме? Вы знаете, э, тут может быть, конечно, такая ситуация, потому что меня смотрят люди из разных стран. Может быть, и правда человек ушел, и ушел окончательно. Тогда вот этот 13-й аркан будет свидетельствовать, что вы какое-то время горевали буквально, о чем-то сожалели. Но вот теперь это ваша личная трансформация в построение новой семьи, нового качества жизни и качественно иных отношений. Но все же это пентаклевая карта, поэтому и финансовый вопрос. Может быть, через финансы решается и жилищная проблема. Ладно, что еще у нас в доме? Вы точно должны забрать свое. И вот это то, что я перечисляла по карте сила. Кто не помнит, открутите назад видео. Я говорила, никто не знает, где заканчивается мудрость, начинается хитрость. А тут по-другому и не получится. По семерке мечей тут могут люди и будут пытаться манипулировать. Поэтому вам какой-то опыт вас должен подвигнуть на то, что как свое благополучие нужно сохранять. Может быть, включить интуицию, ну, буквально так прислушаться, если прежде вы бы доверились кому-то, обещанию или закону. А это, знаете, с законами ведь тут тоже бывает. Закон, он, конечно, есть один. Например, кто-то мог столкнуться с тем, что были даже юристы или адвокаты, там тоже ведь все решают люди, согласитесь. И уровень специалиста как адвоката, к примеру, вам говорил одно, а надо было действовать по-другому. Вот у кого-то даже будет такая метаморфоза. И значит, вы будете переигрывать что-то. Тут действительно идет трансформация. Забрать свое. Если это прошлое закончилось, то теперь есть то, что по праву принадлежит вам. Но, может быть, кому-то из вас это нужно вернуть. И кто знает, может быть, это, да, какая-то история, которая будет касаться двояко и личной жизни, король кубков, две стихии. С одной стороны, материальное что-то или дом, или конкретно финансовая какая-то история и соответствующая сумма, или взаимодействие по финансам какое-то будет продолжаться. И по чувствам-то вот тоже. Одновременно для кого-то, если прежняя история закончилась, и вы столкнулись с решением какого-то человека, может быть, это близкий был человек, но в таких энергиях несговорчивого императора. Когда он сам решил, и сам как-то поступил, и на этом все закончилось. Вот именно закончилось что-то. Я не исключаю, что человек может вернуться в вашу жизнь в других энергиях, но я не могу сказать, что вы можете расслабиться. Тут человек, нам предыдущая карта семерка мечей говорит, зри и в оба, и зри в корень одновременно. Потому что если были проблемы в отношениях, мои дорогие, они никуда не исчезли. И если были какие-то манипуляции, и человек вдруг возвращается, ваша задача – забрать свое. Потому что семерка мечей иногда карта воришки, но есть и другое значение – именно забрать свое. Может быть, по судьбе. Вот вам нужно было пройти тоже вот эту самую трансформацию. Как в вопросах недвижимости, так и в личной жизни, вот так в целом, или в финансах. Для того, чтобы научиться не попадать в какие-то сети, в какие-то ловушки. И для себя свое собственное качество жизни в первую очередь отстраивать. Вот это как императрица. И у вас сейчас вам помогает, мои дорогие, смотрите, это центральный триплет.
чтобы не повторить императрице вот эту тройку мечей. Да, уже это не нулевой аркан, когда все с чистого листа, или когда мы еще на грани тоже можем, ну, где-то изглупить, чего-то не увидеть. А здесь уже колесо фортуны. Но и по отшельнику это карта мудрости. И здесь как будто словно ангелы наблюдают за вами. Вот есть и такой момент. Но вот отталкиваемся мы от того, что мне не должно ничто и никто мешать. И поэтому ваша сила возрастает многократно. Что в дороге? Может быть, это сами по себе перемещения. Давайте мы сделаем так. 3 карты конкретно на перемещение. Будут ли дороги? Что в дороге? Может быть, это какие-то согласования. Судя по тем картам, которые выпали, все же у нас император, правда? А вверху денежная какая-то ситуация или какая-то ваша задумка. Здесь было вот это ожидание, да? Или была какая-то проведена вами работа, но это, знаете, то, что в пустоту все ушло, по сути дела. Итак, что в дороге? Именно перемещение. А тут какие-то новые контакты. Вы знаете, у нас планетарно сейчас. Ух ты, туз кубков. У вас может быть какое-то знакомство в дороге. Или я допускаю так, что, правда, это человек может пытаться из разряда даже тех, кого вы знали, но я не утверждаю. Я вот по верхнему ряду карт говорила, что тут могут быть и возвраты какие-то, да, какие-то дежавю. Здравствуйте. Я это не исключаю, но все-таки, смотрите, если здесь больше с манипуляциями нам выпадают карты, а здесь нам выпадает искренность, ведь это искренние отношения, искренность, верность. Но все-таки стройка пентаклей, вы знаете, должна добавить, что у кого-то именно человек возвращается в вашу жизнь. Или может пытаться. И это как жизненный экзамен мы тогда проходим. Я тут не могу сказать, мы тут должны быть осторожны. Я не могу сказать, как это будет развиваться. Но, по крайней мере, что это будет вам что-то нравиться, то это точно. В дороге вас ждет какие-то радости, приятности, как может быть и новое знакомство. Так и буквально это имеется в виду та дорога либо ваша к кому-то, либо кого-то к вам, с переводом отношений на новый уровень. И этого я тоже не могу отрицать. Просто, знаете, будьте где-то вдумчивы, будьте и слушайте свою интуицию, если вопрос касается именно личной жизни. Я говорила, что если были проблемы, они никуда не ушли. И поэтому тут, знаете, закрыть глаза или самому себе, или самой себе замылить, нацепить розовые очки мы никак не можем, понимаете? Здесь явно не нужно оплошать, потому что, может быть, и выйдут отношения на новый уровень, может быть, но, скорее всего, это все-таки будет только тогда, когда вы сами их будете трансформировать. А вот насколько это пойдет, нам карты не говорят. Ладно, давайте, что в дороге? Что в дороге может быть по отношению к вам? Себя сохранять. Девятка жезлов нам говорит для тебя, для вас, мои дорогие, искусство мелких шагов. Мы не бежим, но и находиться как будто, да, как в периоде ограничений мы не можем. В это время вот эти социальные связи или, может быть, и была какая-то сложная ситуация, но вечное одиночество или какой-то обет мы не можем навсегда принять. Нам нужно, ну, может быть, обрастать, будем говорить, какими-то контактами, новыми связями, впустить новых людей в свою жизнь. Совершенно необходимо для вас. Понимаете, вам это будет помогать выйти из какого-то тупика, когда да ничего не хочется, вот как этому человеку. Озирается в прошлое или вот в эти 3 пустых кубка, а ему тут жизнь дает возможность, а он как будто и не смотрит даже в ту сторону. Понимаете, тут есть риск, если не идти вперед, не расширять, может быть, те же самые социальные связи, контакты, но быть осторожным, себя сохранять. Мы много раз уже об этом сказали. Но тогда а что, в таком сольном варианте не больно-то весело. Сколько у этого костра можно просидеть, будем говорить честно. Но и себя-то обезопасить– это ваша задача. Поэтому сделали шаг, осмотрелись, что-то продумали, нашли дополнительную информацию. Но, по крайней мере, какая-то буквально либо любовь, либо встреча, мои дорогие, здесь вас может вдохновить. И, может быть, даже какие-то контакты
дружеские, которые начинаются именно с дружбы, потом продолжатся и где-то будут менять ваше качество жизни. Каким-то образом дороги вам помогают. Вот меня смотрят разные люди, это общий расклад. Но самое главное, о чем нам говорят карты. Ты будь в дороге, дорогой или дорогая. Ты, главное, не отворачивайся, как бы не уходи, не выпадай из этой жизни. Не смотри на этих пустые 3 кубка. Может быть, так вот взять и рукой смахнуть их со стола и сказать, да пошло оно все. Ну, буквально, я утрирую, но первая карта, 9 жезлов, тут ведь настороженность, правда? Так, ладно. Что в дороге? Страстная любовь у кого-то. Но это еще экзамен. Здесь может быть зависимая ситуация. Может быть, это вы бояться будете впасть в какую-то зависимость. Тогда это хорошо, потому что вы будете очень аккуратно действовать. Но вы можете впасть и в другую зависимость. Я никому не верю и ничего не хочу. Здесь какое-то среднее арифметическое искусство мелких шагов. Мы не можем уже вот как под этим дубом остаться, ну и непонятно чего ждать. Нет, мы должны идти вперед. Но пусть вы на какую-то одну ступеньку поднимаетесь, или пусть вы делаете даже один шаг, словно вот от этого дуба. Сделали шаг, и это уже действие. Осмотрелись. Ничто не мешает, ничто не препятствует, ничто не пытается как-то вами манипулировать. И еще один шаг. Следующий шаг сделали, опять же, да, и осмотрелись, информацию получили, перепроверили. Понимаете, аналитика, критическое мышление, осознанность. Когда мы не просто делаем на автоматизме. Вот когда нет автоматизма, тогда меньше ляпсусов. Потому что очень часто на автоматизме мы попадаем в чьи-то сети. Или попадаем в чьи-то пустые обещания. Вот тут замечтаться ни в коем случае нельзя. И карта говорит, вот смотрите, 3 пентаклей, я говорила, как жизненный экзамен у кого-то будет, да? И вот этот жизненный экзамен может и так выражаться в 15-м аркане. Либо через страсть, либо через уговоры, либо попыткой манипулировать. Поэтому все то, что я сказала по аркану сила, совершенно необходимо. Это как начало. Начало нового я. А что у вас на пороге? Что буквально, может быть, спешит в вашу жизнь или произойдет вот-вот? Слушайте свою интуицию. Но опять старший аркан. Избегайте толпы, мои дорогие. Если у кого-то перекликаются все карты и еще вдобавок с рабочей ситуацией, вам будет помогать действительно 6-е чувство, потому что вам тут нельзя как будто быть втянутым, знаете, в какие-то разборки, в какие-то конфликты. Или даже если вас кто-то будет, знаете, подталкивать, делая вывод или принимая решение, или как ты хочешь. А вы вот так, знаете, уйдите в тень, отступите полшага назад. Потому что тут мы вердиктов не выносим по аркану Луна. Вы чего-то еще пока не видите. Вот вы буквально не видите. Карта говорит, выглянет солнце, и все встанет на свои места. Так вот давайте мы продолжим. Что же вы там увидите, в конце концов, на своем пороге? А вы сами куда-то отправитесь. И, мои дорогие, вы знаете, может быть, вы надолго не останетесь в том месте, где вы сейчас находитесь. Что еще у вас на пороге? Вам нужно выбор будет делать, да? Мы ищем выход из сложившейся ситуации, и мы его находим. И для вас, видимо, это будет вот этот жизненный экзамен. Я часто говорю по 5 кубков, это глубокое разочарование. Или это вот то, что мы получаем эмоционально после 3 мечей, да? Как будто мы разрушенно чувствуем себя. Словно и души-то нет, а сплошная какая-то руина. Подняться сложно. Тем не менее, нам говорят, что, и я часто повторяю, над разбитой чашкой не рыдают. Выбрасывают осколки и моют пол. 2 кубка еще стоят на столе. Но если даже вы напрямую сталкиваетесь с теми персонами, которые пробуют играть на ваших чувствах, или, зная ваш характер, могут играть на ваших эмоциях. На эмоциях тоже можно играть. К примеру, подзадорить. А почему нет? Зная, что, ну, к примеру, вспыльчивый характер. Мы же все разные, правда? Или когда вы человек справедливый,
и вы очень болезненно, остро на несправедливость реагируете. А кто-то может пытаться даже через ваши качества души вот такие пытаться вами манипулировать. И в итоге все как будто в дамки вышли, а вы в разочарованиях остались. Тут надо учиться себя сохранять, в очередной раз говорю. Вот что на пороге. Тут будут на пороге какие-то события, которые просчитать заранее практически невозможно. И тут, знаете, как в детской игре. Да и нет, не говорите. Что на пороге? Отчасти, конечно, это карта человека, который сам по себе, одиночка, но ему хорошо. Вот посмотрите, отдыхает девушка наша, читает книгу. Ей есть на что опереться, будем говорить, потому что вот пентакли растут на дереве, ну, так условно, конечно, но это карта финансового благополучия в первую очередь, когда все контролируемо, а вверху у нас десятка пентаклей, правда. Вы знаете, в основе основ, кто бы вам что ни обещал, кто бы вам что ни говорил, оттолкнитесь от того, что если человек что-то обещает, отношения, значит, это должно быть оформлено документально. А если это только на словах, значит, врет. Коротко и ясно. Если это какая-то финансовая история, так надо себя поставить на место. Первое. Или себе дать возможность отдохнуть. У нас начало с десятки жезлов, а это карта отдыха. Когда мы, ну, и душевные силы приводим в порядок, занимаемся тем, что нам нравится, а не когда устроили себе какую-то многозадачность, вот и рвемся сразу на 10 жезлов или 10 сторон, и каждый раз опаздываем. А вот, наверное, иногда бывает такое, когда мы говорим: "Ну нет и не надо. И пусть будет так, как есть". Это когда мы устаем. Иногда это бывает на фоне усталости. Но для вас, если мы говорим о финансовой ситуации, какие-то труды не пропадут даром. И тогда что на пороге? Деньги. Что еще на пороге? Но, тем не менее, по рыцарю кубков какие-то приятные радости, эмоции, хорошее настроение, солнце, мои дорогие. И вот смотрите, солнце – это выбор правильного направления. 6-8 месяцев активной работы. Или для кого-то это может быть, даже вот если дружба, мы говорим, я этого не исключаю. Или какие-то искренние отношения, которые будут развиваться именно в ближайшие как минимум полгода. Или те отношения, даже если какой-то человек возвращается в вашу жизнь. Я не могу сказать, что тут это будет для вас, знаете, как сразу демаркационная линия проведена, и, ну, вот буквально завтра счастливое будущее. Нет, тут вы будете сами присматриваться месяцев 6-8, что-то стабилизировать, потому что это вам лично необходимо, словно на этом сундучке присесть для надежности. Так, чтобы какие-то, может быть, и финансы или ваши ресурсы. Не обязательно ведь это деньги. Это ваше потраченное время. Это ваши знания, ваш опыт. Или, мои дорогие девочки, это ваше вдохновение. Вы могли кого-то вдохновлять до бесконечности. И человек может возвращаться, потому что он чувствует. Это на самом деле очень важно, потому что человек чувствует, что он, ну, нет у него той подпитки, которую получал ранее. Ранее ему кто-то дифирамбы, может быть, пел, или какие-то комплименты, а ведь на самом деле это каждому человеку очень важно. И, может быть, вот вы умели, вы старались, ну, что-то сделать хорошо по аркану. Все же, да, вот и императрица, и, будем говорить, мы не случайно ведь на императрицу смотрим. Также вот и шестерка пентаклей, она, может быть, как бы тоже говорит о том, что вы вкладывались в отношениях. Так вот теперь человек начинает ценить тогда, когда теряет. И именно, может быть, возврат из-за того, что не хватает вдохновения, не хватает чувств, не хватает радости. И у кого там что на уме, нам ведь пока еще неизвестно. Может быть, за этим и стоят какие-то манипуляции. Но прежде чем вы разберетесь, надо себя сохранять. И, видимо, по аркану Солнца это часто ваши достижения. Ладно, вот на пороге Солнце. А Солнце, будем говорить, это и радость. Прояснение, кстати, какой-то ситуации. Значит, вот была, смотрите, Луна, я говорила, выглянет Солнце, и все встанет на свои места. Встанет на свои места. 6-8 месяцев какая-то ваша история разберется, это точно.
И пусть еще какой-то период времени, отчасти сожаления, но, видимо, ваша решимость на что-то, она как раз и поставит точку вот в тех сожалениях или в тех каких-то для вас разрушительных моментах, которые сложились. Это ведь всегда по прошлой ситуации. Вот как эти 3 кубка разлитые, это уже произошло. То, что произошло в прошлом. Вам это надо перешагнуть. Зато как перешагнули, посмотрите, совсем другое качество жизни, мои дорогие. Вот так. Но тем не менее, давайте мы узнаем, чего опасаться, за какое дело не браться. Давайте немножко подстелим себе соломки, чтобы знать, где может ожидать подвох. Все-таки цыганский расклад, мои дорогие. Когда вам начинают давать обещания, мои дорогие, на долгий период времени, это будет завтра, это будет потом. Вам сейчас рисуют вот этот образ, но не дают конкретных дат. Вот я уже говорила здесь, если человек, если бы это про отношения, уже готов что-то прописать или узаконить, может быть, ваши отношения. У кого-то именно этого будет касаться. Узаконить обещанное в плане недвижимости, да. То есть, понимаете, для вас будет важно не потерять время даром, не оказаться опять, ну, как в роли ждуна какого-то. Видимо, карта уже не одна нам говорит о том, что вы можете столкнуться с такими людьми, которые будут пытаться, ну, правда, у кого-то именно манипуляция в этом будет, что кормят обещаниями или какими-то завтраками. Поэтому чего опасаться? Тут вам 6-8 месяцев. Если какой-то вопрос не решился, то не надо мне больше обещать лет на 10-20. Тут ваши должны сбываться мечты за последующие полгода. Чего опасаться, за какое дело не браться? Смотрите, туз пентаклей. Тут, скорее всего, будет какая-то возможность. И где-то карта дополняет все то, что я сказала, потому что по тузу пентаклей это та возможность, которая есть сейчас. Для вас нужно прожить в тех энергиях, когда, если вам не называют точных дат, или даже не готовы рассматривать какие-то более точные даты. Для вас это будет подсказка, мне туда не надо. А если когда что-то происходит более конкретно, вот этому можно доверять. По крайней мере, вот так вот осторожно, как мы тут с вами, ну, уже не буду опять находить эту карту, а вот она, 9 жезлов. Когда искусство мелких шагов вам должно подсказать правильные действия, понимаете? То есть первый шаг сделал, осмотрись. Или возьми что-то уточни, возьми что-то проясни. Или какую-то ситуацию переложи в информацию, или с чем это связано, и дополнительные какие-то сведения найти. Положим эту карту. Она вот эта 9 жезлов. Ведь, знаете, в герметической колоде Таро это карта великой мощи. То там не видно, положу сюда. То есть мощь имеется в виду великой силы. Но вот куда эту силу вам приложить? Вам придется постоянно об этом думать. Хорошо. Чего опасаться, за какое дело не браться? Ну вот, если вам конкретно какой-то харизматичный лидер, это персональная карта, это когда нам что-то обещают. Но делать по этой карте, я часто в своих раскладах говорю, лидер сам по себе. Он способен вдохновить, ну или имеется в виду через обещания, да? Или строить вместе планы, говорить «делай так, не делай эдак», но делать за вас что-то он не будет. Он именно с позиции рекомендаций, может быть, как и приказа даже, я такое допускаю. Обратите внимание, мне нравится, как в этой колоде сам смысл этой карты прорисован. Король, такой король в короне, как положено, показывает что-то на карте. Кому, мои дорогие? Коту. Судите сами. Вот с такими персонажами вам нужно точно опасаться. Значит, они будут. Король мечей. Конкретика. Вообще, это карта эксперта. Или это карта тех людей, может быть, вы столкнетесь с таким человеком, который в отношении вас или ситуации, которая вас связывает, он имеет многоходовочку. Или план А, план Б, план С. Он будет сначала попробовать план А, посмотреть за вашей реакцией. Готовы, не готовы. Ага, не готовы. Давай-ка я второй, план Б, понимаете? Ну и так далее, по списку план С или что он там задумал. Понимаете, поэтому
Вот все то, что нам говорили карты, именно чего вы хотите достичь. И больше ясности, буквально, может быть, прописанных по закону или составленных документов, будь то бизнес, будь то вопросы недвижимости, личной жизни. Здесь именно нужно к какому-то законному основанию подводить всю ту историю, которая развивалась. Может быть, это вы будете где-то уточнять, дополнительную информацию искать, мои дорогие. Вполне вероятно, опять же, адвокаты, юристы, как заручиться поддержкой. Вам точно нужно знать, как в отношении вас работает закон. Нельзя быть втянутым в какой-то спор или буквально судебное разбирательство. Нельзя собой рисковать, мои дорогие. Ладно, давайте тогда мы с вами спросим. Нас уже тут предупредили, да, больше конкретики. А кого же ждать? Что встречать в ближайшее время? Десятка мечей. Какой-то привет из прошлого. Это правда. Вы поставили в чем-то точку. Правда, или человек, или какая-то тема. Вам придется делать выбор. И все то, что я сказала по аркану. Вверху у нас звезда. И то, что я говорила, да, по звезде, это какой-то период. Может быть, было обещанного 3 года ждут. Не дождались. Уже вы куда-то точно знаете, что туда и не ходок. Или, может быть, какие-то обещания. Тогда это быстрые какие-то действия или оформление буквально. У кого-то это может быть бумаги. Но вы будете все равно думать. Вам тут нужно, ну вот чего ждать. Как вы будете, мои дорогие, вот на этом выборе стоять. Не случайно, наверное, верховная жрица. Слушайте интуицию, потому что просчитать, вот, да, как вот такого харизматичного лидера, у нас там не случайно выпадал аркан дьявола. Притяжение, страсть, это тоже по королю жезлов очень даже хорошо проходит. Но, может быть, это ваше желание, может быть, и желание партнера, и какие-то такие бурные чувства, мои дорогие. А вот холодный ум. По жрице мы храним молчание. Опять же, игра, ваша собственная. Вам это помогает. Кого ждать, что встречать? Вам это необходимо, потому что люди, как я говорила, план А, план Б, план С. И все карты подтверждают. Сохранять свое благополучие. Изучать буквально, знаете, какую-то рутину вам даже придется продолжать. Тем не менее, восьмерка пентаклей, держать в фокусе внимания вопросы вашего денежного обеспечения и буквально благополучия. Все то, что мы можем осязать. Буквально, да, вот именно осязать руками. Или пусть это в виде документа. Здесь ни разу не про обещание. Вас, мои дорогие, уводят из плоскости чувства, обещания, слова, в плоскость того, что есть на самом деле. Да, без чувств сложно, и они будут. Тут будет что-то вдохновлять. Но это вас должны, как будто, мои дорогие, теперь уже вдохновлять или как-то радовать. Но не вы, словно, кого-то вдохновляете и радуете. Ну, правда? Здесь более твердая почва под ногами – это ваша основная задача. Потому что вам, наверное, пространство в этот период посылает буквально на порог вашей жизни. Вот те энергии, как по аркану сила. Это мы можем притягивать кого-то, быть желанными для кого-то. А у нас в это время критическое мышление работает. Вот так. Холодная голова. И вам это буквально помогает. Как что-то просчитать, разобраться, что вы будете продолжать или сделать какой-то важный выбор, завершить вот эту путаницу, прислушиваясь к собственной интуиции и одновременно опираясь на грустный опыт прошлого. Вам теперь это помогает. Но тем не менее что-то в каком-то контексте все же по этой карте продолжается, потому что часто говорю, продолжай. Или ты победишь, или у тебя не хватит терпения. Но это конкретно только то, что не строится на словах, мои дорогие. И давайте еще достанем, что будет. Что будет дальше? Паж мечей. Вы как будто направление меняете. Вы, что будет, и будет какое-то известие, будет новость. Причем по судьбе. Иерофант. Может быть и какое-то предложение, мои дорогие. А что это такое еще? Давайте, что будет? Что будет дальше?
Опять выбор. У вас еще как минимум пару раз, а то и 3 раза будет вот эта ситуация выбора. Вот почему, может быть, вы набираете силу или оттолкнуться от того, что просит ваша душа. И это не значит, что мы кому-то доказываем. Нет, мы просто рационально понимаем. Есть взаимодействие и есть прогресс в конкретном деле с конкретным человеком. Или нет, это на словах начинается, ну и на них же закончится. Без розовых очков. Вот такой итог, мои дорогие. Что будет дальше? Смотрите, вы еще можете столкнуться, что какие-то вопросы быстро вы не решите. Не получится. Здесь как будто по судьбе какая-то, ну, будет, может быть, ситуация, словно какое-то время на паузе стоять. Хорошо, что же потом дальше? И вы можете даже начать сомневаться. То знаете, как проверка на прочность у вас будет. Вот это что будет? Будьте готовы, правда? Вот карты нам говорят, почему вы будете менять как направление. Вы можете вот следом за этим, кто-то может согласиться с чем-то. Вот не случайно карта Солнца. Но, начав даже какую-то историю, вот смотрите, вы можете потом вдруг, может быть, внезапно для самой себя или самого себя, в какой-то момент вы останавливаетесь, потому что понимаете, нет, больше я это не буду продолжать. И буквально развернетесь на 180 градусов. И к чему это все идет? Шестерка кубков. Но, видимо, останутся только те люди, которым вы доверяете. Может быть и так. Или какой-то очень ограниченный круг людей. Хотя точно так же, вот вы как будто развернулись, да, и ваше окончательное решение, если мы с вами говорили, человек конкретный, если это с человеком связано, он задумал многоходовочку и попробовал уже первый, второй там свой, может быть и третий план, и видя, что нет, что-то с вами не срабатывает, или вы как будто, ну вот так вот, спокойно, красиво, ну вот взяли и вышли из этой чужой игры. И вы знаете, я могу сказать, что человек всерьез тогда может захотеть какой-то серьезный или какой-то обстоятельный с позиции закона разговор с вами, ну, совершить. Или вот как закон кармы как будто срабатывает, и у вас получается что-то сделать по закону. То есть не сразу. Да. Какая-то прошлая ситуация по двойке жезлов. То, что иногда я говорю по двойке жезлов, это мы словно два жезла, и вот мы ходим от одного к другому. Или какой-то период словно вынуждены сидеть на двух стульях. Или какой-то период вот такой двойственный. Он все равно, как по правосудию, будет заканчиваться. 20-й старший аркан. Перемены. Карта между прошлым и будущим. Вот перекладывайте наш расклад. Не ожидала, честно говоря, что так как-то пойдет в растяжку наш прогноз или цыганский расклад. Но, может быть, карты хотят немножко наперед вам сказать, что не будет того момента, мои дорогие, когда, вы знаете, в одночасье все решилось. Нет, а нам карты раскрыли, почему вам нужно себя сохранять, почему не участвовать в чьей-то чужой игре, потому что люди будут одевать маски, а вот, наверное, свою какую-то концепцию красиво в обход уходить, может быть, от того, куда вас вовлекают, а вам туда не надо, или когда пытаются на нос нам нацепить розовые очки, тоже это ни к чему. Себя сохранять, потому что все-таки солнце 6-8 месяцев. Вот, может быть, это и есть вот этот момент перехода между прошлым и будущим. Может быть, это и есть те перемены, когда вам, ну так даже планетарно, если отталкивается от того периода, когда я делаю расклад, и даже если вы открыли этот расклад позже, то я могу предположить, что где-то конец апреля, май, вторая половина 2026 года может быть таким, ну как, новая точка отсчета.
Перекладывайте на себя, мои дорогие. А я благодарю за ваши комментарии, за вашу поддержку. Я всегда с удовольствием читаю все, что вы пишете. Если не всегда отвечаю, не обессудьте, надеюсь на понимание. Не всегда хватает времени. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал и будьте счастливы, будьте любимы всегда.